Здорово, ребят! Хотел немножко поделиться о том, как стоит рассматривать сооружение. Вот тут, конечно, историки что-то рассказали, очередную свою версию, бассейн и все остальное. В общем, всегда, когда смотрите на такие вот сооружения, смотрите самые большие камни. То есть, видите, есть оригинал, такой называемый. Вот ступеньки, куда-то они вели, мы уже не знаем куда. И вот другие ступеньки тоже куда-то вели, мы уже не знаем куда. Вот видите, они тщательно в самой скале. Потом, как мы видим, видите, кто-то выложил такой мраморный пол. Тоже такими камни. Обратите внимание, что всегда, чем старее постройка, тем больше камни. Так почему-то эмпирически я вывел. То есть маленькие камни — это нынешние постройки. Вот видите, да, вот это вот. Это уже, как говорится, второй левел. Потом третий левел, конечно же, это вот эти вот всякие маленькие. В принципе, тут вся крепость в Сингири сделана вот из таких вот маленьких камней, кирпичей. Вот, из глины местной. Ну и потом уже все остальное там уже, в общем. Вот. Обращайте всегда внимание, что всегда, какие вы замки бы не смотрели, может даже возраст замка так чаще всего определить, что чем больше камни, как-то вот умудрялись они раньше строить на всю жизнь. А потом приходили такие вот местные, и они вот все это на кусочках. Вот все на сегодня сделали, видите, все криво, косо. Вот, что не скажешь о старых сооружениях. Кстати, подумать, что кто-то мог вырастить этот бассейн, он может, скорее всего, не натуральный. Да? То есть у него слишком, он, конечно, частично был натуральный, потом его дорабатывали, но обратите внимание, что те, кто делали этот бассейн на тысячи или даже, я бы сказал, десятки тысяч лет, они точно думали по-другому, нежели те долбоящеры, которые вот делали вот такую вот кривую стенку. Вокруг какие-то маленькие камешки непонятно сложные, видно, что лестница сделана в другом стиле, нежели стена. Тут вообще непонятно что. И теперь доходим вот сюда вот. А тут у нас трон якобы. Давайте посмотрим поподробнее. Вот, геометрия, да? Геометрия. Видим, что он более-менее ровненький, очень даже ровненький. Причем, видим, и так ровненький, видите? То есть, вот. То есть, трон сделан геометрически очень хорошо. Вот это вот очень впечатляет. Ага, то есть видно, что скала неровная, то есть как бы оригинальная, а трон в ней высечен практически очень ровно. Даже видите, он выровнен там, где скала неровная. Вот. Это очень странно, потому что, видите, углы как сделаны. Углы сделать самое сложное, потому что их никакими машинами не вырежешь. То есть, если бы вы сделали бы заказ где-то сейчас у современных техников, самое сложное было бы сделать углы. Вот. И что мы видим здесь тоже? Видите, как все аккуратненько. И встает вопрос, делали ли это зубиловыми молотками? Вот. Это, конечно, не лазер, он бы так делал бы более точно. Но вы видите, да, какая точность. Вот такая вот точность. Рядом обезьяны. И вот такой вот бардак. Вот. И пытаются утверждать, что типа, мол, это те же самые ребята все строили. Ну, куда, ребят? Этот трон делали точно не те же самые долбоебы, где строили эти стенки. Вот. Всегда смотрите на самые сложные сооружения. Ребята выглядели старые ступеньки, по ним здесь поднимались. Вот они здесь. Вот они здесь. По ним так поднимались. Вон там. Видно, они дальше пошли. Вот так вот забирались на гору раньше. Трон сделан в таком же самом стиле, как и это. И это сюда явно принесено. То есть видим какие-то долбоебами сделаны какие-то стеночки. Тут видно, что кто-то что-то выдалбливал. И там видно, кто-то что-то выдалбливал с камней. Но если видно, посмотрите все вокруг, то вообще стиль один. А эта фигнюшка здесь просто лежит. И как видим, она аккуратненько сделана. То есть, понятно, что она отсюда принесена откуда-то сверху. То есть она где-то должна была быть возле трона.
И что он здесь делает, никто не знает. Кстати, внимание, как выпиливали из камня. Вот один вырез, вот какие-то ошметки, да. То есть ребята что-то там делали, прям вообще так криво. И в тот же самый момент вот такой красивый якобы трон или что-то такое, да. И в тот же самый момент я стою вообще на идеальном плато. Просто посмотрите. Это цельный камень. Ровный, как мы видим. Вот даже такие штучки они смогли сделать. Камень ровный. То есть как будто как из масла вылизано. Притом, если бы делали как из масла, сделали бы хорошо углы. А углы, как мы видим, немножко всегда не доделают. Потому что, ну, если бы это какой-то делали какими-то там, не знаю, пилами, еще что-то, углы всегда сложно сделать. Видим, углы они такие немножко, видите, всегда кривые. Вот. Ну, кстати, очень странно, потому что, видите, здесь такая идеальная геометрическая форма, да, линии. Чик. Все сходится красиво. Вот она идет, да. Все это, еще раз говорю, я сейчас хожу по одному большому монолиту. Это бы вроде самый большой монолит в мире. Вот. А рядом, например, вот такой вот водопровод кривой-кривой. Вот. Ну и то есть и рядом вот такие вот выбоины в камнях, да, которые якобы делала та же самая цивилизация. Ну, однозначно, что это все делали разные люди. Видите, немножко горизонт не сошелся. Но вообще это, конечно, все туристы проходят мимо, типа, что-то прикольное. Но по сути это самый большой выдолбленный монолит в мире. Вот. Якобы тут еще один трон. Хочу обратить ваше внимание, что тоже тут все очень ровненько. Посмотрите, как самое главное, углы как красиво выделаны. Вот. Все просто идеально ровно, я бы даже сказал, в идеальном состоянии. Вот так вот. И это все в цельной скале. Ну и якобы те же самые делали тут кирпичи те же самые. То есть те люди, которые вытесывали это все, да, они якобы делали себе стену из кирпичиков. То есть те, кто тесали этот камень, были просто вообще, ну, мастерами. Вот, это точно были не те долбоебы, которые делали потом вот это вот, вот это вот, вот это вот или вот это вот. Обратите внимание всегда, вот, как говорю, смотрите на самые сложные места, самые тяжелые камни, а потом посмотрите, как приходит какая-нибудь местная церковь или какие-то местные долбоящеры. Кстати, тоже вот это может быть очень старая вещь. Но, скорее всего, делали это все равно другие, нежели делали трон. Приходит церковь, ставит свой крестик или там рисует какую-нибудь Будду, и все, тут был всегда буддизм. Ну, вот поэтому всегда обращайте внимание, когда на всякие церкви, храмы, святые места, как правило, они стоят на местах язычников или каких-то старых сооружений, которые очень часто пытаются заделывать. Очень часто даже бывает, что по несколько раз они друг друга заделывают. Вот так вот. Так что всегда смотрите внимание. Еще раз говорю, чем больше камень, тем старее сооружение. Если мы видим камень там, 2000 тонн, это точно не буддизм и точно не христианство. Вот, как видите, опять камни обрабатывали. Это, конечно, старая обработка. Но это точно не те же ребята, которые делали трон. Вот так. Так что приезжайте в Сибирь, здесь очень интересно, очень красиво. И вам точно есть чего порыть. И главное, не слушайте долбогидов. И не читайте то, что они там пишут.